Поставьте лайк, подпишитесь и поделитесь этим видео, чтобы больше людей узнали этот секрет. Давайте развиваться вместе. Мужчины, вам нужно прямо сейчас открыть глаза, потому что я устала видеть, как кучка идиотов теряет невероятные возможности только потому, что не понимают, что женщина хочет сказать своим взглядом. Прежде всего, поставьте лайк этому видео и подпишитесь на канал, потому что, если вы даже этого не сделаете, мне будет сложно вам помочь. Правда жестока, и я не собираюсь выбирать слова. Когда женщина смотрит на вас, она хочет только одного. И нет, это не значит, что вы должны бросаться за ней, как слюнявая собачка, или донимать ее пустыми и скучными комплиментами. Она хочет почувствовать что-то, и если вы не умеете вызывать эти чувства, вы так и останетесь еще одним идиотом, который упускает золотые шансы. В этом тексте я покажу вам все, что нужно понять о первом зрительном контакте и как превратить эту искру в огонь сильного сексуального желания. Мне надоело видеть, как мужчины тратят силы на бессмысленные вещи, верят в обещания уличных гуру и унижаются ради крошек женского внимания. Сегодня я положу конец этому цирку. Я строго отчитаю вас, но также дам карту, чтобы вы перестали быть дураками и, наконец, начали играть по-настоящему. Если вы не готовы слышать жесткие слова, можете уйти прямо сейчас. Но если вы хотите перестать быть отвергнутыми, обманутыми и смешными, тогда оставайтесь до конца. С этого момента я покажу вам, что происходит, когда женщина смотрит на вас, и как вы можете пробудить в ней желание, о существовании которого она даже не подозревала. Это не пустые слова, мой друг. Это реальность, которую слабые мужчины предпочитают игнорировать, а умные используют, чтобы вырваться вперед. Поэтому обратите внимание на каждую деталь, потому что каждая подсказка здесь может радикально изменить ваше романтическое будущее. Итак, без лишних слов. Номер 1. Секрет первого женского взгляда. Секрет первого женского взгляда. Когда женщина бросает на вас взгляд, это как будто она быстро сканирует вас. Стоит ли этот парень внимания или это просто очередной дурак, который не умеет держаться? Первый взгляд – это первоначальная оценка, подсознательный анализ, который она делает, даже не осознавая этого. Но этот взгляд уже дает ее мозгу понять, заслуживаете ли вы внимания или вы просто еще один неудачник. Она не скажет это вам в лицо, но факт остается фактом. Первый зрительный контакт решает все. И большинство из вас все портит меньше, чем за 5 секунд. Отводите взгляд, как трусы, демонстрируете неуверенность или, что еще хуже, выглядите как просящий щенок. Запомните, женщина хочет почувствовать, что мужчина уверен в себе, что он не сломается только из-за ее взгляда. Если вы отводите глаза, как будто боитесь, она сразу понимает, что у вас нет стержня. С другой стороны, если вы смотрите на нее, как психопат, она подумает, что вы сумасшедший. Секрет в том, чтобы держать взгляд твердым, но расслабленным, как бы говоря: «Я здесь, я не боюсь, я знаю свою ценность». Это вызывает у нее любопытство и мысль о том, что вы можете быть другим. Но будьте осторожны, не переусердствуйте, не открывайте рот в изумлении, не таращьтесь. Управляйте интенсивностью. Помните, в первом взгляде она хочет только почувствовать что-то. И если вы не сможете это передать, она просто проигнорирует ваше существование. Номер 2. Как создать присутствие, которое притягивает ее взгляд. Как создать присутствие, которое притягивает ее взгляд? Вы думаете, что присутствие – это кричать, привлекать внимание или быть клоуном компании? Забудьте. Настоящее присутствие исходит изнутри. Это то, как вы занимаете свое место, не извиняясь за это, как вы держите плечи прямо, грудь открытой, подбородок слегка приподнятым и выражение лица, которое говорит, что вам не нужно ничего выпрашивать. Женщины замечают это на расстоянии. Если вы заходите в комнату, сгорбившись и словно извиняясь за свое существование, они даже не заметят, что вы там. А если и заметят, подумают: бедняжка, наверное, ищет выход. Когда вы понимаете свою ценность, ходите уверенно и излучаете эту энергию естественным образом, это привлекает женский взгляд, как магнит. Я не говорю быть высокомерным, но иметь осанку, которая говорит: «Я знаю, кто я, и мне не нужно ваше одобрение». Этот тип вибрации сильно отличается от поведения «я мачо», которое вызывает только смех. Твердое присутствие привлекает внимание тонко, и когда она смотрит на вас, вы не дрожите, вы готовы уверенно вернуть ей взгляд. И вот тогда игра начинает меняться. Номер 3. Эффект уверенного и увлекательного подхода. Эффект уверенного и увлекательного подхода.
Теперь, когда вы поняли, как первый взгляд и осанка имеют значение, пора поговорить о подходе. Хотите подойти к ней? Тогда делайте это правильно. Прекратите подходить, как отчаявшиеся, спрашивая, можно ли познакомиться поближе, или извиняясь за беспокойство. Вы правда думаете, что демонстрация неуверенности и нуждаемости вызовет желание? Никогда. Уверенный и увлекательный подход – это шаг вперед с уверенностью, что ей понравится с вами говорить. Но будьте осторожны, не путайте это с грубостью или вторжением в личное пространство. Это про спокойствие, зрительный контакт и разговор, который не звучит, как шаблонная фраза. Задавайте интересные вопросы, будьте прямыми и объективными, но без звучания, как робот с заученными фразами. Женщины хотят чувствовать, что мужчина знает, что делает, а не просто бросает удочку в надежде поймать хоть кого-то. Номер 4. Жесты, которые женщины считают неотразимыми в мужчине. Жесты, которые женщины считают неотразимыми в мужчине, вы можете даже не осознавать, но детали имеют значение. Это может быть способ, как вы касаетесь своего лица, или легкое движение, чтобы поправить волосы, или даже то, как вы держите руки расслабленными, вместо того, чтобы нервно дергаться. Женщины замечают эти нюансы и мгновенно оценивают, демонстрируют ли они уверенность или нервозность. Неотразимый жест – это тот, который показывает, что вы контролируете себя и вам не нужно ничего доказывать. Когда вы понимаете свои жесты и их влияние, вы начинаете транслировать спокойствие и уверенность. А это привлекает их внимание и создает ту самую атмосферу безопасности и влечения. Номер 5. Почему язык тела мощнее слов? Почему язык тела мощнее слов? Вы можете быть величайшим поэтом на планете, но если ваш язык тела полностью неправильный, ваши слова не стоят ничего. Женщины гораздо больше обращают внимание на то, что вы делаете, чем на то, что вы говорите. Если вы говорите «я уверен в себе», но при этом сутулитесь, смотрите в пол и киваете, как глупец, она сразу понимает, что это ложь. Язык тела оказывает прямое влияние на сексуальное желание, потому что он передает четкие сигналы о том, кто вы есть на самом деле, без фильтров. Если вы хотите, чтобы она видела в вас уверенного мужчину, покажите это, держите осанку прямой, движения спокойными, а зрительный контакт твердым. Если хотите, чтобы она почувствовала интерес, сохраняйте ореол загадочности, не ведите себя как болтливый клоун. Тело говорит, и говорит громко. Если вы нервничаете, она это замечает. Если вы уверены в себе, она тоже это чувствует. Проблема в том, что многие из вас ленивы, не хотят тратить время, чтобы научиться вести себя правильно. Вам проще жаловаться, что женщины сложны и их невозможно удовлетворить. Правда в том, что если вы не понимаете силы языка тела, вас будут продолжать игнорировать. Возьмите себя в руки и начните практиковать. Стойте прямо, двигайтесь с целью, смотрите в глаза без страха. Номер 6. Как пробудить ее любопытство, не сказав ни слова? Как пробудить ее любопытство, не сказав ни слова? Вы можете создать целую атмосферу соблазнения, не говоря слишком много или, лучше, вообще ничего вначале. Это искусство позволяет молчанию, взгляду и движениям работать на вас. Когда вы находитесь в комнате, утверждайте свое присутствие, не открывая рта, сохраняйте ту осанку, о которой мы говорили, спокойно смотрите в ее сторону, а затем медленно отводите взгляд. Это вызывает у женщины вопрос: почему он так на меня посмотрел? Что он хочет? Вместо того, чтобы бежать к ней с разговором, как отчаянный, позвольте ей сначала почувствовать ваше присутствие. Это может показаться жестоким для тех, кто хочет получить все и сразу, но терпение – добродетель в соблазнении. Не раскрывая все сразу, вы заставляете ее думать, фантазировать, строить гипотезы о том, кто вы. А любопытство – это топливо, которое разжигает желание. Если вы сразу выкладываете всю свою историю жизни, у нее не остается ничего, что она могла бы раскрыть. Будьте головоломкой, а не учебником. Но будьте осторожны, будьте доступны в нужное время, иначе вы будете казаться высокомерным. Ключ в балансе. Не замыкайтесь в своем пузыре, но и не бросайтесь к ней, как глупец. Пробуждать любопытство – это держать ее немного в неведении, но заинтересованной в том, чтобы узнать больше. Номер 7. Что ваш стиль одежды говорит о вашей мужественности? Что ваш стиль одежды говорит о вашей мужественности? Перестаньте думать, что одежда не имеет значения. Женщина бросает на вас взгляд и уже делает вывод.
Если вы одеты как неряшливый подросток, без малейшей заботы о внешнем виде, она решит, что вы не относитесь к своей жизни серьезно. Но если вы уделяете внимание деталям, выбираете хорошо сидящую рубашку, сочетаете цвета без перебора, следите за чистотой обуви, она поймет, что у вас есть стандарты, и вы не будете довольствоваться чем попало. Это не пустая прихоть, это демонстрация уважения к себе. Если вы не цените себя, как вы ожидаете, что она будет вас ценить? Одежда не обязательно должна быть брендовой, но она должна показывать, что вы заботитесь о себе, готовитесь и серьезно относитесь к жизни. Не поймите меня неправильно. Я не говорю, что вы должны стать манекеном из витрины. Аутентичность важна. Но будьте осторожны с фразой «я просто такой», если она служит оправданием для неопрятности. Покажите свою мужественность через стиль, который отражает вашу личность, уверенность и последовательность. Когда она посмотрит на вас, она подумает, он умеет одеваться, значит, у него есть и другие качества, достойные внимания. Мужчина, который не умеет одеваться, производит впечатление неопрятного человека, а это быстро убивает желание. Так что перестаньте лениться и выучите основы мужской моды. Номер 8. Сила загадочности в искусстве соблазнения. Сила загадочности в искусстве соблазнения. Я уже говорил, что не нужно сразу все раскрывать, но сейчас хочу подчеркнуть, насколько мощной может быть загадочность. Женщине нравится чувствовать вызов, пытаться расшифровать сигналы, которые вы посылаете. Если вы рассказываете все, свою жизнь, страхи, планы бывших девушек, за 2 минуты, ей больше нечего узнавать, и желание умирает. Что ее привлекает, так это ощущение, что в вас есть нечто большее, слои, которые она еще не раскрыла. Будьте умны. Не разбрасывайтесь информацией, надеясь, что она посчитает вас невероятным. Оставьте что-то скрытым, что-то, над чем она сможет задуматься. Загадочность возбуждает любопытство, а любопытство питает желание. Но обратите внимание, загадочность – это не быть недружелюбным или замкнутым. Это умение балансировать между тем, что вы раскрываете, и тем, что оставляете на потом. Это демонстрация небольших намеков, которые заставляют ее копать глубже. Если вы не понимаете эту игру, вы продолжите биться головой о стену. Поймите, так же, как вы хотите разгадать женщину, она хочет разгадать вас. И если вы отдаетесь на блюдечке, вы становитесь скучным и быстро прочитанным. Оставьте загадку в воздухе, что-то, что заставит ее думать о вас даже тогда, когда вас нет рядом. Это настоящее соблазнение. Номер 9. Как удержать ее внимание своей мужской энергией? Как удержать ее внимание своей мужской энергией? Мужская энергия – это не крики, агрессия или попытки навязать уважение силой. Это поведение неуверенных людей. Истинная мужская энергия – это та, которая излучает уверенность, контроль над ситуацией и заставляет женщину чувствовать естественное притяжение и интерес. Это магнетизм, исходящий изнутри, от того, как вы знаете себя, уважаете себя и позиционируете себя в мире. Она видит это в вашей речи, ваших жестах, вашей осанке и даже в вашем голосе. Когда вы сохраняете эту энергию, она не может отвести от вас взгляд, потому что вы выделяетесь на фоне толпы мужчин, которые ведут себя как клоуны или подкаблучники. Но будьте осторожны, чтобы не спутать это с высокомерием. Высокомерие отпугивает женщин, которые действительно стоят вашего внимания. Быть настоящим мужчиной – это умение находить баланс между уважением, уверенностью и целеустремленностью. Это не о том, чтобы постоянно просить разрешения, но и не о том, чтобы становиться тираном. Это знание своих целей и демонстрация того, что вы идете к ним твердо, с одобрением или без него. Эта энергия сегодня редкость, и именно поэтому, когда она появляется, она привлекает много внимания. Так что, мой друг, если ты хочешь, чтобы ее взгляд был прикован к тебе, начни развивать свою мужественность искренне, а не превращайся в дешевого актера. Номер 10. Роль голоса и зрительного контакта в создании желания. Роль голоса и зрительного контакта в создании желания. Многие из вас говорят слишком быстро, с высоким голосом, словно извиняясь за свое существование, и еще избегают зрительного контакта, как будто боятся быть замеченными. Дружище, так невозможно тебя защитить. Голос – это мощное оружие в соблазнении. Немного глубокий тон, говорящийся спокойно, без спешки, передает уверенность. А уверенный, устойчивый зрительный контакт, без психопатического взгляда,
усиливает все, что вы говорите. Если вы говорите, глядя в пол, это показывает неуверенность. Если вы кричите, это демонстрирует отсутствие контроля. Найдите баланс. Говорите в тоне, который показывает, что вы знаете, о чем говорите, без отчаянной попытки что-то доказать. Регулируйте темп, делайте стратегические паузы. Это создает невероятное напряжение, потому что она будет ждать вашей следующей фразы. И, конечно, удерживайте зрительный контакт с ее глазами. Если она отвела взгляд, вы можете сделать то же самое, но затем спокойно вернуться к ее взгляду. Этот простой акт, умение использовать голос и взгляд, выделяет вас как уверенного мужчину. А уверенность – это мощный афродизиак для женщин. Только не нужно играть роль актера из мексиканского сериала, преувеличивая голос и взгляды. Все должно быть естественно, без фальши. Номер 11. Поведение, которое демонстрирует уверенность и привлекает женщин. Поведение, которое демонстрирует уверенность и привлекает женщин. Хватит спрашивать каждую секунду, что она думает, или позволять ей принимать все решения. Если вы ведете себя как дрессированная собачка, она будет относиться к вам как к таковой. Демонстрировать уверенность – это действовать без необходимости в постоянной валидации. Это брать инициативу в простых ситуациях, например, выбирать место, где сесть, или решать, какой напиток заказать, не умаляя о ее мнении. Действуйте четко, без колебаний. Очевидно, вы не должны быть диктатором, игнорирующим ее мысли, но если вы не проявляете никакой инициативы, вы будете выглядеть как мальчик без характера. А женщина не чувствует притяжения к мальчику, она чувствует его к настоящему мужчине. Кроме того, перестаньте извиняться за все. Извините, что беспокою, извините за вопрос, извините за свое существование. Ради Бога, мужик, соберись. Если вы не уважаете себя, почему она должна вас уважать? Покажите уверенность даже в мелочах. Будьте последовательны в том, что говорите и делаете, и увидите, как она начнет обращать на вас больше внимания. Удивительно, как простые действия, выполненные с уверенностью, могут выделить вас среди толпы слабаков, живущих на коленях в поисках женского одобрения. Номер 12. Как оставить незабываемое впечатление в каждом взаимодействии. Как оставить незабываемое впечатление в каждом взаимодействии? В конце концов, вы хотите запомниться ей так, чтобы, даже если вы больше не будете общаться сегодня, она продолжала думать о вас. Для этого бесполезно устраивать странные сцены или пытаться выиграть напором. Вам нужна последовательность. Все, о чем мы говорили здесь – осанка, взгляд, голос, загадочность, присутствие, внимание к внешнему виду – должно объединиться, чтобы показать, что вы не просто персонаж, а настоящий мужчина, обладающий подлинной ценностью. Так что дайте ей что-то неожиданное, запоминающуюся фразу, улыбку в нужный момент, комментарий, показывающий, что вы действительно слушали ее. Когда вы уходите, оставьте ее желающей большего, думающей, когда она снова вас увидит или что еще вы можете предложить. Именно в этот момент вы занимаете место в ее мыслях и пробуждаете то желание продолжить контакт. Не ведите себя как отчаявшийся, отправляя 1000 сообщений или бегая за ней, как сумасшедший. Предоставьте сильный, твердый опыт, а затем уйдите с классом. Она будет скучать по вашему присутствию, вашей энергии, и именно тогда вы станете незабываемым. Теперь прекратите быть слабаком, который ничего не делает правильно, и применяйте все, чему вы здесь научились. Поставьте лайк, подпишитесь на канал и следите за следующими видео, потому что у меня еще есть много чему вас научить, а вы не хотите оставаться тем парнем, которого все игнорируют.